Вы думаете, что ягуар просто большая кошка? Вы ошибаетесь. Сегодня мы погрузимся в настоящий научный кошмар. В существо, которое эволюция создала как идеальную машину убийства, короля джунглей и береговой линии. Мы разрушим ваши представления о грациозности больших кошек. Мы заглянем в пасть кошмару, который не просто охотится. Он доминирует над пространством, временем и самой смертью. Вы считали, что знаете ягуара. Вы ошибались. Это не фильм о природе. Приготовьтесь. Потому что то, что вы сейчас услышите, существует на самом деле. Он не рычит, не предупреждает, не демонстрирует силу. Ягуар обитает в густых тропических лесах Южной Америки, чаще всего на высоте до 1000 метров, где плотность растительности превращает пространство в лабиринт. Его тело компактное, мускулистое, длина до 2 метров без хвоста, вес до 120 килограммов. Шерсть золотистая, покрытая розетками, узорами, которые разрушают силуэт. Это не просто камуфляж, это оптическая иллюзия. Его организм работает как система скрытия. Мышцы сокращаются беззвучно, лапы снабжены мягкими подушечками, гасящими звук. Он не преследует, он исчезает, пока не становится слишком близко. И в этом первый страх. Ты можешь быть рядом и не знать этого. Добро пожаловать в зеленый ад. Это мир, где гравитация ощущается иначе из-за плотности испарений. Температура здесь держится на отметке 35 градусов, а влажность достигает 90%. Ваша кожа постоянно влажная. Ваша одежда гниет прямо на вас. Под пологом леса, на глубине сотен километров от ближайшей цивилизации, царит вечный сумрак. Здесь нет горизонта. Только бесконечные вертикальные колонны деревьев-гигантов и переплетение лиан, похожих на застывших змей. В этом замкнутом пространстве каждый звук усиливается многократно. Но самый опасный звук — это тишина. Когда лес замолкает, это значит, что он вышел на проверку своих владений. Здесь нет спасения, здесь нет правил. Здесь правит он — ягуар. И сейчас он ближе, чем вы думаете. Вы здесь лишь инородное тело, которое скоро будет поглощено. Древние народы Тупи-Гуарани не давали имен просто так. Слово «ягуара» — это не биологический термин, это предупреждение. Оно описывает физическое явление. Момент, когда пространство между зарослями и вашей шеей схлопывается в доли секунды. В этих регионах, на границе Бразилии и Парагвая, ягуар не считается зверем. Это дух, способный принимать материальную форму. Наука классифицирует его как «пантера онца». Но латынь не может передать того леденящего чувства, когда вы понимаете, это существо не собирается с вами играть. Оно собирается прекратить ваше существование одним единственным движением. Это не охота. Это исполнение приговора. Вглядитесь в эти узоры. Розетки на шкуре ягуара — это не просто пятна. Это сложнейшая оптическая иллюзия, созданная для того, чтобы разбивать силуэт животного в условиях переменчивого света подлеска. Каждая розетка уникальна, как отпечаток пальца, и внутри нее скрыты мелкие черные точки — отличительный знак, отделяющий ягуара от леопарда. На глубине джунглей, где пятна солнечного света перемешиваются с тенями листьев, ягуар становится невидимым уже с 5 метров. Вы можете смотреть прямо на него и видеть лишь колыхание папоротника. Это жидкая тень. Механизм маскировки настолько совершенен, что мозг жертвы до последнего момента отказывается распознавать угрозу, интерпретируя хищника как часть ландшафта. В абсолютной темноте джунглей зрение — это оружие. Глаза ягуара содержат слой tapetum lucidum, отражающую структуру, усиливающую свет. Зрачки ягуара способны расширяться до невероятных размеров, поглощая даже те крохи фотонов, которые не фиксирует человеческий глаз. За сетчаткой расположен tapetum lucidum – зеркальный слой, отражающий свет обратно через рецепторы. Это дает ему преимущество в 6 раз превосходящее человеческое зрение в темноте. Но пугает другое. В отличие от многих кошек, ягуар обладает высокой плотностью колбочек, что позволяет ему видеть мир в цвете даже в сумерках. Мир для него не черный,
Он наполнен движением. Каждое колебание травы, каждый вдох добычи – это не просто зрение, это система обнаружения. И когда ты не видишь ничего, он видит тебя полностью. Он видит не просто ваши движения. Он видит пульсацию вены на вашей шее, выделяющуюся на фоне листвы. Для него вы – ярко светящийся тепловой объект в мире серых теней. Ягуар – это одиночество, возведенное в абсолют. Его ареал может достигать 100 квадратных километров непроходимых джунглей. Он метит свои границы не только запахом, но и глубокими шрамами на коре деревьев, оставленными когтями на высоте 2 метров. Эти метки – декларация прав на жизнь. Любое существо, пересекшее невидимую черту, автоматически становится ресурсом. Вес взрослого самца может достигать от 120 до 150 килограммов чистых мышц, при длине тела до 2 метров без учета хвоста. Это компактный танк, способный маневрировать в пространстве, где человек не может сделать и шага. Каждая лапа ягуара – это шедевр биоинженерии. Широкие подушечки покрыты мягкой, но невероятно прочной кожей, которая гасит звук шагов по сухим листьям и веткам. Вес распределяется настолько равномерно, что хищник массой в центнер проходит по лесной подстилке тише, чем мелкий грызун. Его когти втягиваются в специальные кожаные мешочки, сохраняя свою бритвенную остроту для решающего момента. Когда ягуар идет за вами, вы не услышите хруста. Вы услышите лишь собственное сердцебиение, которое станет для него метрономом, отсчитывающим секунды до атаки. Забудьте стереотип о том, что кошки боятся воды. Ягуар – это амфибия мира млекопитающих. Он не просто переплывает реки Амазонки шириной в километры. Он охотится в них. Его тело обладает удивительной плавучестью, а мощные лапы работают как весла. На берегах Пантанала ягуары патрулируют водную гладь, высматривая добычу в мутных потоках. Вода не является для него преградой. Она является его союзником, элементом неожиданности. Он способен атаковать из-под воды, превращая тихую заводь в место кровавой расправы. В рацион ягуара входят существа, которых другие хищники обходят стороной. Например, черепахи. Представьте себе панцирь лесной черепахи. Биологический щит, эволюционировавший миллионы лет, чтобы быть неуязвимым. Для ягуара это всего лишь жесткая упаковка. Его челюсти созданы для того, чтобы прокусывать кость и ороговевшую ткань с силой сжатия, достигающей от 1500 до 2000 фунтов на квадратный дюйм. Он просто ломает панцирь, как мы ломаем яичную скорлупу. Это демонстрация грубой силы, перед которой бессильна любая естественная защита. Это самая пугающая страница в его биографии. Ягуар целенаправленно охотится на кайманов, 3-метровых бронированных рептилий, высших хищников рек. Видеозаписи этих атак напоминают кадры из фильмов о монстрах. Ягуар прыгает в воду прямо на спину крокодила, вонзая когти в его чешуйчатую шкуру. В этой схватке встречаются две древние силы, но млекопитающее почти всегда выходит победителем. Ягуар не просто убивает каймана, он вытаскивает его тушу, превосходящую его по весу, на крутой берег. Это триумф воли над чистой массой. Лев или тигр убивают жертву удушением, вцепившись в горло и дожидаясь гипоксии. Ягуар не любит ждать. Он использует уникальный метод – укус в затылочную часть черепа или височную кость. Его клыки входят прямо в головной мозг жертвы, пробивая кость, как гвозди. Смерть наступает мгновенно. Это не просто убийство. Это нейрохирургия джунглей. Жертва даже не успевает почувствовать страх. Одно движение, и связь между сознанием и телом прерывается навсегда. Физиология ягуара – это гимн плотности. Его скелет массивнее, чем у леопарда, а конечности короче и толще, что дает ему невероятный крутящий момент при броске. Грудная клетка широкая, вмещающая огромные легкие для интенсивных рывков. Ягуар способен затащить тушу коровы весом в 200 килограммов на дерево или протащить ее через густые заросли на расстояние в несколько километров. Это соотношение силы к весу кажется сверхъестественным. В его теле нет лишнего жира.
только сократительные волокна, готовые взорваться кинетической энергией в любой момент. Ягуар чувствует мир не только глазами. Его вибрисы, длинные чувствительные усы, расположены не только на морде, но и над глазами и даже на тыльной стороне лап. Это высокоточные датчики давления воздуха. Ягуар способен чувствовать малейшие колебания, вызванные движением другого существа, даже если он его не видит. В густом подлеске, где видимость ограничена парой метров, он ориентируется по карте вибраций. Он знает, где вы находитесь, потому как ваше тело вытесняет воздух. Примерно 6% популяции ягуаров рождаются с генетической мутацией – меланизмом. Это знаменитые черные пантеры. Но если присмотреться под определенным углом, их розетки все равно видны на фоне угольно-черной шерсти. Черный ягуар – это воплощенный кошмар. В ночных джунглях он становится абсолютно неразличим. Это ошибка в матрице света, тень которой обрела плоть и голод. Черные ягуары часто считаются более агрессивными, возможно, потому что их маскировка в ночное время дает им статус почти божественной неуязвимости. Забудьте о величественном рыке льва, разносящемся по саванне. Голос ягуара звучит иначе. Исследователи описывают его как совинг, звук пилы, режущий сухое дерево. Это гортанный хриплый кашель, который вибрирует на низких частотах. Этот звук не призван впечатлять, он призван подавлять. Когда ягуар рычит, вибрация ощущается костями. Это предупреждение о том, что территория занята, и что следующий звук, который вы услышите, будет звуком ваших ломающихся костей. Ягуар – это не просто животное, это часть человеческой психики. Для цивилизаций майя и ацтеков он был богом подземного мира – Шибальбы. Они верили, что солнце ночью превращается в ягуара, чтобы пройти сквозь царство мертвых. Этот архетипический страх живет в нас до сих пор. Встреча с ягуаром в дикой природе вызывает у человека не просто испуг, а глубокий парализующий ужас, идущий из тех времен, когда мы были лишь слабыми приматами, прячущимися на деревьях от того, кто убивает одним прыжком. Это встреча с нашим древним палачом. Самый пугающий факт о ягуаре заключается в том, что в его экосистеме нет ничего, что могло бы ему противостоять. Он — вершина. Он — финал. В его сознании нет понятия «враг». Есть только добыча и другой ягуар. Когда вы входите в его лес, вы перестаете быть туристом, исследователем или венцом творения. Вы становитесь килограммами белка и углеводов, упакованными в тонкую кожу. Ягуар не боится вас. Он наблюдает за вами с любопытством механика, изучающего новую деталь. И если он решит, что вы достойны его внимания, никакой опыт и никакое оружие не помогут вам в тот короткий миг, когда тень за вашей спиной внезапно обретет вес. Мы изучили цифры, мы разобрали его анатомию, мы поняли, как работают его челюсти и почему его глаза светятся в темноте. Но чем больше мы узнаем о ягуаре, тем яснее становится. Он остается для нас загадкой. Мы привыкли думать, что знаем природу, что можем объяснить, классифицировать, контролировать. Но ягуар — напоминание, что в мире есть существа, которые не просто выживают, они доминируют. Без шума, без следа, без предупреждения. В век спутников и нейросетей мы все еще не можем предсказать его маршруты. Мы не знаем точно, сколько их осталось в сердце Амазонии. Ягуар — это живое напоминание о том, что природа не добра и не зла. Она создает совершенство, и иногда это совершенство выглядит как пятнистый кошмар, скрытый в зелени. Ягуары все еще бродят по территориям, куда человек почти не ступал. Их популяция сокращается, но они все еще здесь. В каждом тенистом берегу, в каждом шорохе за спиной. Мы думаем, что владеем планетой, а на самом деле мы просто гости в их мире. Джунгли не прощают забвения. Если это погружение в зеленый ад заставило ваше сердце биться чаще, подпишитесь, чтобы не пропустить встречу со следующим кошмаром из мира природы. Поставьте лайк, если почувствовали на себе мощь и величие этого убийцы.
Напишите в комментариях, какая черта ягуара пугает или восхищает вас больше всего. Ваша активность помогает нам продолжать идти по следу самых опасных теней планеты. До встречи в следующих видео. И помните, он всегда ближе, чем кажется.